Всем привет из офиса Loud Sound. Мы теперь в таком необычном формате вещаем. У нас сегодня необычный обзор, необычный выпуск, обзор самых ожидаемых SPL проектов 2017 года. Мы расскажем вам о одних из самых значимых, знаковых SPL-щиков России, что они готовят, что вы увидите в 2017 году. Я думаю, что если вы поставите очень много лайков, мы эту рубрику продолжим и дальше будем рассказывать вам про самые интересные SPL-проекты в России, и которые готовятся, и которые уже есть. 16-й год вспомним, у кого что было, потому что многие проекты мимо прошли, нас часто обвиняли, что мы свои проекты больше пиарим, там, на них заостряем внимание, хотя у нас обзоров было достаточно много и других студий. Ну вот сейчас ведем такую рубрику, надеюсь, она вам понравится. Начнем мы с кого? С Вити Моца. С Вити Моца. Почему с Вити Моца? Потому что он... Ну что, вы видите, Моца самая сутенерская машина. Да, в 2017 году. А он ее будет перекрашивать? Нет, он сказал оставить такую же. У нас здесь ноутбук, мы будем здесь смотреть, но я буду вам прикреплять фото и видео машин, про которые мы говорим. Зеленый экран мы пока не купили, может быть, впоследствии купим зеленый экран и вообще в новом формате завещаем. Может быть, дойдем даже до качества этих двух зэков бывших. Итак, Витя Моц разобрал, как я люблю шутить. Всегда говорят, Витя валит всегда. Витя продал машину. Всегда не валит. Вот сейчас он вообще не валит. Он сейчас ходит в печали, в депрессии, потому что его любимый Ford S-Max перешел к кому? К какому-то слепому, наверное, человеку. Продал он его в другой город, ребята его разобрали, полностью меняют оформление, но машина также останется в автозвуке. Да, машина разорванная вся, порванные двери, лобовые стойки. То есть, ну он слепой, скорее всего, да, человек, который ее покупал? Наверное, да. Либо очень дешево он купил. Скорее всего, ее купили, чтобы отмыть наркоденьги, я так думаю. Еще сделали капиталку ей, потому что двигатель там ушатанный был. Ну Витек молодец, он бог ветра. Как ему такое погоняло дали бог ветра, потому что ну реально у него в Форде, наверное, или один из самых лучших, или самый лучший самый ветер ветреный, был. Нет, самый ветреный проект. Да, очень хорошо шатало на низах, придавливало жестко. Вот, ну а теперь он купил, задумайтесь, красный, или как это назвать даже, розовый. Розово-красный. Красно-розовый Cadillac Escalade с ламбо-дверьми. Было бы еще прикольнее, если бы он купил красно-розовую Lamborghini с Cadillac дверьми. Ну, он купил наоборот. И мы, если честно, все охуели с такого выбора. Конечно, Escalade очень излюбленная американцами, SPL-щиками машина. Ну почему Витек красная и почему с ламбо-дверьми? Ну, видимо, выбирал из того, что дают. Исходя из бюджета. Из этого бюджета это был самый лучший. За сколько он его купил? Купил он его за 500 тысяч рублей. Мотор у него 6 литров, Хаммер, коробка 4-ступка. Ну, классическая старая машина. Вы все еще покупаете Приору, а Витек он будет ездить с ламбо-дверьми. Расход Витька шокировал немного. Сейчас у него расход где-то 18-20 литров, но его ждет где-то 25 после нагрузки. И ставить он туда будет? Ставить он туда будет, это секрет. Он сам скажет, это он обидится. Вот. Но проект будет Альфард ставить. Нет, Альфард это понятно. Количество и размеры сабвуферов, ну, он сам скажет. Следующий на очереди у нас Коля Термит, который стреляет редко, но метко. Вот у него был такой проект Cadillac. Мало ездил, но приехал и забрал. По-моему, рекорд у него был, да? Рекорд у него Рекорд был России. 2 года назад, 160 там с копейками за минуту. После этого он собрал Волгу, про которую у нас был обзор. Посмотрите его обязательно. Очень интересный обзор. Кстати, очень много просмотров. Очень у людей вызвал большой интерес, что же можно поставить в Волгу за 2 миллиона. Но за эти 2 миллиона Коля поставил опять рекорд России на музыке, но его перебил, по-моему, Дима Аборин, да, если я не ошибаюсь. Да. На чуть-чуть там совсем, на несколько сотых. На 2 сотки. На 2 сотых перебил, ну, то есть формально не рекорд, но все равно одна из самых громких машин.
И третий проект тоже, поэтому он, наверное, один из самых ожидаемых, потому что у Коли вот такие вот результативные машины получаются. Он собирает сейчас сразу два проекта. Это двенашка легендарная, на которой выступали еще Денис и Виталик, когда они еще назывались просто Страдивари, не оригинальные, они тогда были просто обычными Страдивари. Да, теперь они Дед Витос и Страдивари Original. К Страдивари Original мы тоже подойдем, они тоже сегодня в нашем выпуске есть. И к Деду Витосу, кстати, тоже расскажем про его дочь. Так вот, они собрали двенашку, на тот момент демокар, шоу-кар. Герц предоставляла оборудование, очень была веселая двенашка. Не было там какого-то супер сумасшедшего результата, но это такой вот именно был шоу-кар. Повседневка, очень много стояло динамиков в двери, для тех годов это было не совсем типично, тогда только первые шаги были вот в таких калитках. После Виталик продал эту двенашку Леше Строганову, который на данный момент является президентом Гибидрак Рейсинг. Гибидрак Рейсинг Россия. Вот, Леша Строганов что-то ума этой двенашки, по-моему, особо не дал. Был период, он ее зарядил, она поиграла чуть-чуть, но потом ее, по-моему, в долгострой отправили. Вот она стояла, пылилась, пока Коля Термит не взялся донашивать за Страдивари, донашивать их автомобиль. Доезжать, допиливать. Собирать они будут ее, как ни странно, на аватарах. Вот такого проекта я лично не ожидал. Это бюджетнейшее железо, которое может быть, но на нем будет нам представлен демокар. И очень интересно, что же Коля сделает с этими недорогими железками. Это не единственная машина, которую Коля донашивает, не единственный проект, который его попал к нам в сегодняшний выпуск. Второй проект это Ивика, или Ивека, как правильно? Ивека. Ивека, правильно? Ивека Страдивари. Еще одна машина, которую Страдивари сделали, и потом поставили в отстойник, тоже забрал Коля, и что он в ней будет делать? Бэндпасс 6 порядка и 24 15-дюймовых сабвуфера и порядка 100 киловатт мощности. Посчитайте сами площадь, мне страшно становится. Я не думаю, что можно будет слушать в этом автомобиле музыку, хотя я так думал и про прошлые века. Это самая громкая, да, была машина на то время? Самая громкая машина, которая... Тоже они поставили рекорд на музыке на Эмме, у них там был результат там под 164, по-моему, децибела с чем-то, не помню, 164,5, кажется. Слушать в ней музыку это было что-то, ребята. Я сидел и все время проверял, не течет ли из носа кровь. Такое ощущение было, потому что переносицу просто вот передавливало. Очень жестко машина валила. Результат там был на 25 герцах, что-то под 160, по-моему. И такая ровненькая полка. Сумасшедшая Ивика была. Тогда там стояли ГР 18 штук, по-моему. Или 16. И 10 усилителей. И 10 моноблоков. Вот, сумасшедший был проект. Посмотрим, что Коля сделает с ним в 2017 году. Дальше Краснодарский край. Краснодарский край, Стас Певкий и Рустам Касимов. Начнем с кого? Со Стаса, да? Краснодар поближе, чем Адыгея. А, кстати, я сказал Краснодарский край, а Майкоп это Краснодарский край? Это нет, это уже Адыгея, да, республика? Краснодарский край. Краснодарский край, короче. Начнем со Стаса Певки, наш хороший друг, товарищ, партнер. Много чего случалось, но не повлияло на наши отношения. Очень хорошо дружим. Сразились в финале Эма Россия с ним. Совсем там с минимальным преимуществом, по-моему, пару баллов или один даже балл. 2 балла. 2 балла выиграл Хаммер. Из какие там, сколько, 300 баллов или 400? Да, это за 300 баллов там у нас. Ну, короче, вот с таким вот преимуществом, с минимальным, Хаммер только смог выиграть. На самом деле такая была битва серьезная. Стас красавчик, молодец, его 11-я. Про нее у нас тоже был обзор, когда она еще была на Альфарде. В прошлом году он уже переделал ее на Edge, ну, что-то не сошлись они мнениями с Альфардом, вот, решил Стас собирать на Edge, и в этом году он готовит новый демокар, и на железе уже Урал. Вернее, у него как бы на железе Edge остается, я так понимаю, да, 11? Да, 11 и он готовит новую. На железе Edge, он готовит Opel Omega на Урале, там будет БП, и он готовит еще Nissan Qashqai на компонентах SWAT. Это который его брата, я так да. понимаю. Стас красавчик, он сразу, он решил не это, он решил Edge, SWAT и Урал. Мультибренд.
Мультибренд. Вот человек показывает, что реально когда руки из правильного места растут, неважно какое железо, на любом железе можно очень достойные результаты показывать, очень хорошее шоу показывать. То есть он показывал хорошие результаты и выстрели на максимум в Панде, и шоу-кар собрал хороший, и бюджетный автомобиль, который там и в Басрейсе участвовал, и хорошее давление показывал от его брата. Посмотрим, что Стас нам покажет в 2017 году в Омеге и вот в этом Кашкае, который уже многострадальный, не знаю, как его еще не разорвало. От него мы ждем целых 2 проекта и двигаемся. 3? А, 11. 11 переделал. Да, ну интересно еще, что он с 11, будет ли продолжение. Сейчас по порядку, как обещали, двигаемся на юг, получается, в Майкоп? Или... Да, двигаемся в Майкоп. Нас сейчас за географию затроллят, а вдруг он не на юге? Двигаемся в Майкоп, это туда. Там. Короче, двигаемся в Адыгею. Рустам Касимов, так же как и Стас Певки, показывал сумасшедшие результаты в боевой машине. У него Фиат, который никто не знает, как Seat называется. 127. Сиат. Ты знаешь? Да. Я тебя сколько раз спрашивал, ты... 127. а может 127? По-моему, 127. Вот опять, по-моему, началось. Какой-то Фиат, короче, который типа Панды. Тоже там было 166, я помню, с чем-то, да? 166.07. 166 плюс в боевой машине это новый, я насколько помню, да? Без стены. С одного сабвуфера. Чтобы было понимание, это когда за передними сиденьями не стена, а что-то вроде короба. Ну, часто это превращается в часть конструкции автомобиля уже. Open Air это называется. Но это не стена, так скажем, это класс No Wall, и это очень достойный результат для этого класса. По-моему, был рекорд. Рустам собирает тоже на Урале, да, по-моему? Да. И что? Газель? Газель. Газель. 24 двенашки и 12 моноблока Урал 6000.1. Остается только догадываться, что там будет за питание. Он писал или нет? Питание нарады, наверное, будут. И машина будет, точнее, уже вся заварена полностью. Этот проект и другие вы можете самостоятельно отслеживать на basclub.ru. Это не реклама. На самом деле надо отдать должное этому ресурсу. Очень много помог людям, очень много людей сплотил, а очень много разосрал. На самом деле больше срача, чем на Басклубе, не было нигде. Нет, это правда не реклама. На самом деле basclub.ru является, в какой-то мере, может быть, нашим конкурентом. Ничего страшного, я думаю, если мы на него сошлемся. Про него и так, в принципе, все знают. Итак, следующий автомобиль у нас из славного города Ростов-на-Дону. или Ставрополя. Ростов-на-Дону. Про Ростов расскажем. Давай. А кто у нас в Ростове, кроме нас, самый крутой? У нас разве еще есть кто-то еще круче? У нас есть Виталик. Виталик Страдивари, его до сих пор так многие называют. Это человек, который основал команду Страдивари. Впоследствии она, к сожалению, развалилась, ребята разбежались. Денис создал новую команду, назвал ее Страдивари Original, а Виталик называется теперь Соло, он теперь Дед Витос просто, у него есть канал на ютубе, есть инстаграм, вот он теперь и в одиночку делает проекты, и вещает через интернет. Проекты их совместные, все знают, это вот Ивика, про которую мы уже рассказывали, двенашка черная, которая в свое время и рекорды ставила, и сумасшедшие результаты показывала. Волга. На 2.12 эрках. И Волга очень долго держала титул рекорд России, у ней был показан, это броневик, в котором результат был 179,1, что ли, по-моему, да? 179 децибел, побил его единственно тот же член команды Страдивари Денис Вихляев, впоследствии там на более уже серьезном железе, ну и учитывая прогресс, показал результат 187, я помню, был официальный, 181. и 181, а он зафиксирован, он, по-моему, не был потом зафиксирован, да, 181,4, что ли. В общем, за 180 Денис впоследствии перешагнул. По мне так, вот то, что они делали вдвоем, все равно навсегда останется уже в истории SPL. И это уже неприкосновенно, это были суперские проекты. Они помогли не одному человеку вдвоем, вот, включая меня. И им я очень многим обязан. Я даже так скажу, что если бы не команда Страдивари, Loud Sound, скорее всего, бы не существовало. Ну, отошли чуть-чуть от темы, что будет делать Дед Витос. Мы не рассказали про его проект, который уже был, его все знают. Вот в 2016 году он прогремел черным хаммером, собранным полностью на компонентах Kicks. И очень часто его сравнивают с нашим хаммером. Это чуть-чуть в разных категориях машины, не совсем корректно их сравнивать. Виталик больше был ориентирован на шоу, на демокар, больше веселить народ. Белый же хаммер наш, он уходил также в направлении SPL, точно так же, как и шоу. Вот, поэтому результат там был выше. Ну и железо более серьезное стояло, надо признать.
в Хаммере, хотя бюджеты примерно одинаковые. Бюджеты на 100 тысяч меньше. В общем, много спорят, я бы не спорил, очень достойный Хаммер собрал Виталик, очень много этапов он отъездил, очень много на этих этапах он потряс волос, поудивлял людей, хорошо, достаточно стабильно и громко играла машина и много этапов проехала, с учетом того, что Виталик, кроме того, что занимался этой машиной, занимался также своим собственным форматом, который он вот создал после распада команды Stradivari, который назвал DB Battle. Вернемся к 2017 году. А вот в 2017 году Виталик решил всех удивить и собирает Dodge Ram, который уже был заряжен музыкой, и не только музыкой, а еще и палубой, на которой плясали гоу-гоу девочки. И что с ним делать будет Виталик в 2017 году, нам Артем расскажет. Да, будет 20 эстрадных сабвуферов Hammer бразильских. Хаммер, они так и называются, Да, они сабвуферы, так и называются. как молот. Hammer. Это фабрика Эрос в Бразилии. Эрос? Называется, да. Они, Вот. видимо, кроме сабвуферов еще что-то производят. Будет очень много драйверов и будет 50 пар чернолеток X. То есть машина будет там 3 или 4 полосы. Все это будет на гидравлике подниматься, ездить своим ходом. То есть, ну, будет очень громкая машина, которая даже может играть на ходу. Ну, я так понимаю, что опыт уже перенимается у бразильцев. Да, опыт бразильских перенимается у бразильцев, но, как сказал Виталик, у бразильцев все стены там играют от 70 Гц. Виталик же сделал ящики, путем экспериментов добился частоты в 54 Гц. На улицу. Да, то есть 54 Гц на улицу, это будет очень громко, это примерно, ну, звук концертной сцены будет очень большой. То есть, если совсем просто объяснять, то бас воспроизвести в открытое пространство очень сложно. Проще воспроизвести средние частоты, высокие частоты. Грубо говоря, если вы слышите, как в машине играет 160 дБ с расстояния там, 10 метров, для вас это не громко. Вы слышите гудеж, вы слышите гул, какую-то вибрацию по земле. Если же играет средний частотник, то вам может заложить уши. Вот идея Виталика основная, я так понимаю, добиться баса на улице, чтобы вот именно был сумасшедший панч, именно 50-60 Гц, которые будут воспроизводиться с расстояния. Очень будет интересно послушать, если это получится. Это непростой проект, надо сказать. Вот он даже на бас-клубе есть. Да. Сабы, вот, кстати, не сказали, будет 10 10-киловаттных усилителей широкополосных. Это усилители Gorilla, новая линейка бразильская. То есть это моноблоки, которые воспроизводят не только низкие частоты, а весь практически диапазон частот на вот этой вот сумасшедшей громкости. SC, драйвер и мид. И еще серединки, и еще 4 высокие полосы. драйверы, и еще мидбас и саб. Ну, то есть, понимаете, да, это четырехполоска будет на улице. Очень часто у нас оба проекта это двухполосная система, то есть среднечастотник и пищалка. Камри, например, вот недавно вы видели, собиралась очень громкая, там стояли среднечастотники низкоиграющие и драйверы. Вот здесь же у нас будет сабвуфер, мидбас, среднечастотник и драйвер, все это будет играть на улицу. И если Виталик не погонится, как большинство у нас людей, которые любят громкость за громкостью, в ущерб громкости настроить качество, это должно звучать просто очень шикарно и громко, и качественно. Ну, очень часто у людей появляется соблазн вытащить максимум громкости из системы, они это делают за счет подрезания динамиков, да, уменьшения диапазона воспроизводимых частот, увеличения искажений, и получается так называемая каша. Ну, Будет 5 полос. Ну, это громче. Еще 5 полос. ВЧ еще будет. То есть кроме драйвера еще Да, и вот высокочастотник. такие Поправочка бюджетные. 5 полос. Виталик, куда так знать? Но это будет более, я думаю, правильнее, чем у бразильцев, потому что бразильцы такую музыку не слушают. У них там песни пишутся специально под системы. Вот, и там вокала ничего такого Да, нет. там 2 трека играет, а остальное Да. все это даже не каша, а просто свист в ушах. Так, ну логично будет после Виталика рассказать, что будет делать команда Stradivari Original. В прошлом году у них было несколько проектов. У них один из последних это Terra была, которая собиралась на результат. Результат она показала 160, не помню там сколько, 169, по-моему, было. Под 170 децибел они приблизились. Seat 127, как у Касима, такой же. Seat не Новол. помню, он что-то показал. Новол 163 или 164. Seat не помню. Очень много проектов. Один из самых ярких, конечно же, который даже у Антона Воротникова был на обзоре, это Ford F350. Сумасшедший проект во всех отношениях, в частности по стоимости.
Очень много легенд ходит по стоимости этого проекта, то ли 10 миллионов, то ли 5 миллионов. Наиболее реальная цифра там, по-моему, порядка 8, да, по-моему, вместе с машиной. Ну, уже больше. Ну да. В этом году будет больше. Ну там начать с аэрографии, которая обошлась в огромную сумму, и закончить самим автомобилем. Мы уже молчим про стоимость работ. Там работы производились просто капитальнейшие. Там заливалось, чем они, смолой заливали, да, по-моему, стойки, двери, ну, полости. Да. То есть Смолой. машина, да, все полости пустые были залиты, чтобы машина была максимально жесткой, максимально сбитой. Изначально там стояло 10-е сабвуферы 40 и 30 штук. 32 штуки стояло десяток, и потом поставили 15-х сабвуферов. Сколько? 12 штук, 415 Delbonsов. Это такие же сабвуферы, как стоят в Хаммере у нас. Как в Хаммере 8, только 12 штук поставили. Очень много там спрашивают по результату в этой машине. Она вот опять же, она делалась больше для шоу, это рекламный автомобиль Альфард, и ну, много раз повторял, люди этого не слышат. Если гнаться за громкостью, будет ущерб для всего остального, для качества, для стабильности, для применимости, ну и так далее. Вот этот автомобиль играл в районе там 160 дБ, достаточно стабильно. Ну, основная фишка этого автомобиля, конечно же, презентабельность. Он просто нереально круто выглядел со всех там сторон. И инсталл, и внешка, и все было очень круто. Чистокровнейший шоу-кар. Ну и броневик, конечно же, зеленый Ford, который показывал 180 плюс децибел. А это, наверное, никому не интересно, да? Вообще не интересная машина. Тут крикнешь, можно оглохнуть уже в камере просто. Комфорт не потерян. В машине также можно передвигаться. Повседнев полный. Фронт стелс называется. Не видно. Смотрите, как она. В 2016 году были планы побить рекорд мира, что-то пошло не так, возможно, там проектов слишком много ребята взяли, но рекорд мира побит не был, однако те же 180 плюс они продемонстрировали, удержали рекорд России, Европа. Европы, да, даже сейчас. Да. А мира у кого? У Данте или у Шокеров? У кого там сейчас? Мира у Шокеров и второй результат у Данте. Там 184 и 183,7. Пока остаются неприкосновенными вот боги SPL в броневиках в классе Extreme без ограничений. Это Алан Данте и Ким Халшокер. Я не помню, кто-то из них из Бразилии, по-моему, Оба из Бразилии. Бразильцы. Ну, пока вот бразильцы рекордсмены мира. Если кому-то интересно, где находятся две самые громкие машины мира, это в Бразилии. Мы даже обсуждали, что, возможно, эти люди вообще в принципе воспроизвели самый громкий звук на планете. Ну, если не учитывать там звук в эпицентре там взрывов, который в принципе, я не знаю, как можно измерить, то по сути 180 децибел, я не знаю, где вы еще такой звук можете услышать, только взрыв. Такими крутыми вещами ребята занимаются просто с музыки в автомобиле. Началось и закончилось тем, что действительно воспроизводят один из самых громких звуков там, в истории человечества. Очень круто как-то, да, это все звучит. Давайте теперь с небес на землю. Ни много ни мало, самый громкий SPL проект чего? Вселенной? Или, Нет, сейчас, или подожди. Чехова город? Нет, сейчас. Самый громкий SPL проект студии AZ13 SPL Нет. Power. Ну а разве у них были громче? Ладно, троллим немножечко ребят из города Самый Чехов. громкий проект России 2017 года, который еще даже не собран. Только шасси стоит. Ребята супер позитивные, вот на самом деле очень хорошо к ним относимся. Но заявка такая, я даже не смог остановиться, зашел, даже потроллил чуть-чуть, когда у них было фото шасси, даже без кузова они собирали. Самый громкий SPL проект 2017, да, они назвали. Я написал, что прежде чем заявлять такое, нужно хотя бы иметь кузов. Вот, кузова на тот момент не было. Сейчас, ребят, планы действительно серьезные. Мы следим за проектом. Очень интересно, что у них получится. Какая там машина? Кузов Таха? уже есть. Это, кстати, некоторым умным там, фу, этим там юмористам южным, южные юмористы, привет. Особенно почему-то южные, не знаю, прилипают как-то к нам, к москалям, непонятно. Для тех, кто там смеялся про кузов, вот он кузов, на раме, все хорошо. Да, машина Chevrolet Tahoe
3 двери, как у медведей на свате собрано, и собирается по тому же типу. Усиливают переднюю всю часть автомобиля, бенпас такой же 4-го порядка, также порт за водителем. Давай сейчас деньги поставим, у кого Таха будет в 17-м громче. Полностью машина похожа на Ой. машину медведей, да. Я думаю, у медведей все равно будет. Давай поставим бабки. А потом на камеру я тебе отдам или ты мне дашь, если у кого-то Хорошо, будет. давай у медведей. Давай громче. до первого результата официального. Давай. У медведей уже есть, по-моему, 163. Так ты на медведей ставишь? Да. Я хотел на медведей. Ну ладно, я тогда ставлю на АЗ-13. Короче, ставим, по сколько ставим? По пятихатке. По 500 рублей. Давай знаешь, по сколько поставим? По 160 рублей мы ставим. Где-то ж в районе 160 должно быть у самого громкого Таха. Потроллили чуть-чуть, ребята, извините, но действительно. Нет, ну, делают все, вот я Молодцы, заявление громко, и я с этого начинал, на самом деле, вот это Мохаммеда Али, очень хороший опыт я перенял, он говорил такие слова, я говорил, что я великий, даже когда таковым не являлся. Действительно, это привлекает внимание, и зачастую, если вы будете говорить там какие-то объективные, нейтральные вещи, на вас даже не посмотрят. Но если вы скажете, что вы самый громкий проект, вы как минимум добьетесь внимания. И дальше дело за малым. Да, собрать самый громкий проект. Посмотрим, что у АЗ получится. Ребята супер позитивные из города Чехова. Отличная студия. Я бы даже сказал не отличная, а грандиозная. Потому что студия больше похожа на комплекс. Оказывают всего. комплекс услуг. То есть задумайтесь, там можно машину помыть, там можно поставить в нее музыку, и можно, пока все это происходит, сходить в сауну. И в спортзал. И И покрасить в спортзал, машину. и покрасочный цех И еще плюс есть. BMW сервис 13 Отдельный. есть. Я То есть приеду, чипану бэху, подкрашу, если по дороге что-нибудь сломается, и с вас, пацаны, за рекламу в сауне еще попариться. Я женат, и поэтому просто сауна. Обойдемся. Сейчас Даша зайдет, скажет, а ты что, ничего не говоришь? Даша там за стену. Она не слышит. Она в наушниках. Про двенашку. Про двенашку. Двенашку, а потом и века, да? Мгм. Донашивает за Страдивари, за троллем нахуй. Так, Донашивает. сейчас сделай серьезное лицо, потому что потом смена кадра происходит, и раз все улыбаются. Такое, знаешь, палево. Давай дальше эту пленку кончим. Давай. Кстати, пленку надо будет перезаряжать. Это ебань, она пишет полчаса Я и выключаю. выключается. Уже помнишь, мы тренажки обзор Ага. так снимали. А ты сказал, чтобы он не варил? Моргает пиздец. Он сказал, сейчас доварит минуту.